Это гимн России, он же гимн Советского Союза. Музыка Александрова, которая сейчас играла, стала гимном СССР 1 января 1944 года и пробыла им до распада Союза, хотя слова менялись. В 1991 для гимна уже независимой России выбрали мелодию композитора Михаила Глинки. Этот гимн прожил до декабря 2000 года, когда по предложению нового президента Владимира Путина Россия вернулась к старому советскому гимну на музыку Александрова. Принятие гимна – это важный знак того, что мы смогли, наконец, преодолеть размолвку между прошлым и настоящим. Нельзя быть в вечном противоречии со своей историей и с судьбой собственной страны. Стихи в очередной раз изменили, но вот автором выбрали Сергея Михалкова, который написал и сталинский гимн СССР. Так в России официально началась волна ностальгии по Советскому Союзу. Кстати, в российском гимне есть одна строчка, которая досталась ему от гимна советского без изменений. Видимо, чтобы все понимали, что свободы в новой России будет столько же, сколько в Советском Союзе. Вообще, за последние 20 лет в России выросла целая волна ностальгии по СССР. После того, как в 90-е осуждали преступления советской власти и сносили памятники советским вождям, новый президент резко изменил курс. Время СССР стали представлять как эпоху благоденствия, а люди массово поверили, что в Союзе им жилось бы лучше. Как вы знаете, у меня на канале вышло 14 фильмов про 14 бывших советских республик. И теперь пришел черед России. Но эта тема слишком масштабная, мы долго думали, какой фильм про нее делать. Ведь у меня есть много роликов про разные регионы страны, и их будет еще больше. В итоге мы решили сделать фильм про российскую ностальгию по СССР. Эта ностальгия растет с каждым годом, в том числе о ней постоянно стал говорить президент Путин. Преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и Советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, оно пробивает себе дорогу неизбежно. Казалось бы, за его 20 лет у власти мы должны были уйти далеко вперед от Советского Союза, но вместо этого прошлое держит Россию своей когтистой лапой и мешает идти вперед. Нам говорят, что в Союзе было лучше с образованием, с городами, и вообще все было лучше. Об этом говорят даже чиновники, хотя, казалось бы, они и должны делать нынешнюю Россию лучше СССР. Все это странно, ведь ни в одной из 14 бывших республик я не видел ностальгии по Союзу ни у кого, кроме, наверное, пожилых людей. В Казахстане, Грузии, Прибалтике молодые люди по СССР не ностальгируют. Они ушли вперед. А вот в России до сих пор сильны какие-то фантомные боли по Союзу. Сегодня поговорим о том, откуда взялась вся эта ностальгия. Действительно ли в СССР жизнь простого человека была лучше, чем сейчас, и хотят ли россияне вернуться в совок? А пока мы не начали, подписывайтесь на мой канал. Я знаю, что большая часть зрителей смотрит это видео без подписки. А подписавшись, вы не только получите удовольствие, но и поможете в развитии канала и съемках новых видео. СССР. Для кого-то это страна ГУЛАГа, репрессий и дефицита. В позднем Советском Союзе люди были в среднем беднее. Но для других страна добрых людей, бесплатных квартир и дешевой колбасы. Это живет в менталитете как-то, государство нам должно. Спустя 30 лет после распада Союза россияне продолжают по нему тосковать. Раньше мы были моложе, девушки чаще оборачивались, трава зеленее, вода мокрее. Причем даже те, кто в этом Союзе никогда не жил. И им кажется, что, может быть, можно что-то подкрутить в госплане, поставить более мощный компьютер, и тогда все будет работать. Сегодня мы выясним, чем россиян манит мертвая империя, и правда ли, что русские хотят назад в СССР. Сейчас, чтобы выехать за пределы России, вам понадобится сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или ПЦР-тест. С сервисом «Еще» от Aviasales жители Москвы и Санкт-Петербурга могут сделать тест на COVID-19 через Lifetime Plus за 2100 рублей, 900 из которых вернется в качестве кэшбэка. Кэшбэк не сгорает, его размер не ограничен, а вывести деньги можно на любую банковскую карту. У сервиса «Еще» от Aviasales много партнеров, полезных для путешественников.
Подключиться к сервису можно по ссылке в описании к этому ролику. А специально для моих подписчиков по промокоду Варламов годовая стоимость сервиса составит 890 рублей. Проблемы 90-х заставили многих пожалеть о распаде Союза, где была пусть тухлая, но стабильность. А после прихода к власти Владимира Путина ностальгия по СССР начала ощутимо проявляться и в высших эшелонах власти. Уже в 2005 году президент Путин в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию сказал, что считает распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Из всего столетия, которое вместило в себя 2 мировые войны и несчетное количество революций, сокрушающих империй, он выделил именно распад СССР. В том же 2005 году было создано молодежное движение «Наши». Оно задумывалось как своеобразная реинкарнация комсомола, организации, в которую добровольно-принудительно входила практически вся молодежь СССР. Наши устраивали митинги и акции, проводили ежегодный слет на Селигере. История этого движения закончилась бесславно. Никаким социальным лифтом оно не стало, как, впрочем, и другие похожие организации, вроде «Молодой гвардии» «Единой России». Одновременно с этим в информационную повестку властей, как в советские времена, вернулись заявления о двуполярном мире и угрозе со стороны стран НАТО. Начало меняться и отношение к Сталину. Если в годы перестройки и в 90-е вождя народов поднимали на свои знамена лишь самые маргинальные представители коммунистов, то теперь даже Путин высказывается о нем неоднозначно. Периодически в различных российских городах местные активисты устанавливают бюсты и памятники Сталину. А КПРФ и «Справедливая Россия» выступают за переименование Волгограда в Сталинград. Но нужно отметить самую важную особенность всех этих попыток культивировать ностальгию по СССР. Все это имитация. Наша молодая гвардия выглядит как карикатура на комсомол. Жесткая риторика МИДа звучит как пародия на заявления времен Холодной войны. Установка памятников Сталину смотрится как комедийный вариант настоящего культа личности. Тяга к прошлому, естественно, возникает у людей, когда с настоящим проблемы. Неудивительно, что в России ностальгия по Советскому Союзу стала особенно сильной именно в последние годы, когда закончились воодушевление 90-х и экономический рост нулевых. В 2018 году, согласно опросу Левада-центра, о распаде Союза сожалели 66% россиян. Таких высоких показателей не было с 2004 года. Уже в 2020 году сразу 75% опрошенных назвали советское время лучшим в истории России. Правда, вернуться на путь Советского Союза захотели только 28%, а больше половины людей предпочли некий особый путь России, что бы это ни значило. Принято считать, что ностальгия по СССР – удел пенсионеров. Но согласно опросам, о Союзе не жалеют только в возрастной группе до 24 лет. Все остальные, то есть и вполне молодые люди, ностальгируют по советской эпохе. Хотя, конечно, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. Смотрите, во-первых, у власти всюду, не только в политике, но и во главе медиа, стоят люди, которые я, из Советского Союза. Раньше мы были моложе, девушки чаще оборачивались, трава зеленее, вода мокрее. Да? Это воспоминания безбашенной юности. Это нормально. А поскольку сегодняшнее время тяжелое, его надо заместить в сознании сознательно, путем пропаганды, да, образом того, какими мы были хорошими, как сейчас тяжело, но мы станем еще такими же хорошими. Это абсолютно четко. Старая песня о главном. Великое изобретение. Не знаю, кто изобрел, говорят, Константин Эрнст. Не, как идею, да? Вот. И да, ностальгируют люди совершенно. И кубанские казаки, фильм «Покажи сейчас», говорят, вот после войны, как люди хорошо жили. Чтобы не доверяться сухим цифрам, мы решили спросить у людей на улицах российских городов, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему? В принципе, да. Народ был дружнее намного. И было спокойнее, чем сейчас. Главное, чтобы все работали, а не деньги там на картинках зарабатывали в интернете. Я бы очень хотела вернуться. В то время мне было очень хорошо. Не то, что сейчас. Плюс ко всему молодость была. Честно, нет. Я не могу сказать, лучше или хуже. Просто сейчас
то, что есть сейчас. И это хорошо, она развивается в другую сторону. Раньше, вы знаете, было душевнее намного, нравственнее, чище, проще. Люди доверяли друг другу. Можно было всегда попросить о помощи, и никто за это ни копейки не просил. Нет, зачем? Все же прекрасно. Капитализм. Я не говорю про власть, а именно про капитализм. То было время, когда возглавлял товарищ Сталин, были сложности определенные, значит, непонимание некоторые были людей большевистского плана, не хотели люди. Людям нужна была какая-то непонятная индивидуальность, которая ничего его не обязывала. Хочет – делает, не хочет – не делает, а должны были все люди работать. Я сам родом из СССР, конечно. Да, все было лучше. Но мать меня родила, во-первых, ей, как молодому сотруднику, дали квартиру. Как бы помогали. Да, я бы хотел. Уверенность в завтрашнем дне. Комплексно подходили ко всем вопросам. Инфраструктура, в космос летали, образование, здравоохранение. СССР нет, потому что пожил там. Да? Уже есть опыт проживания. Я помню дефицит тотальный. То, что приходилось за всем стоять в очереди. Телефон домашний появился, наверное, в году 90-91. Так что... Не будет уже так, как раньше. Люди и те. Раньше люди добрее были. И отзывчивее. Вот я помню, мы в нашем детстве не закрывали двери на ночь дома. Музыку, которую они даже слушали. Вот я сам музыкант, типа, и мои друзья тоже. И музыка, которая была в СССР, она чему-то учила, и хотя бы с ней можно было пережить какие-то моменты. А сейчас, которую музыку делают люди, с ней можно только грустить. Нет. Ой, да нет, конечно. Почему? Не, ну классно, конечно, было, но как-то хочется более Капитализм. перспективно, да, радужно. Люди были лучше, потому что не все решали деньги. Была коллективная какая-то ответственность, взаимопомощь. А сейчас все решают деньги. Поэтому сейчас в этом плане хуже, чем в то время. Но полностью возвращаться, да, конечно. Как видите, действительно, многие люди готовы вернуться в СССР из нынешней России. Но понимают ли они, что значит возвращение в Союз, или просто мечтают о каких-то хороших вещах, которые про него помнят? Об этом я спросил социолога Владислава Иноземцева. Ностальгируют, да, конечно, но этот запрос, он формируется на сегодняшний день не столько осознанно, да, сколько скорее в результате применения пропагандистских приемов, потому что значительная часть людей, которые, скажем так, хотят возвращения в СССР, они в нем не жили, или, по крайней мере, его не помнят, с одной стороны. С другой стороны, они хотят не возвращения в СССР, они хотят возвращения отдельных положительных черт того общества, да. То есть, когда вы видите, что у вас во дворе строят небоскреб, потому что застройщик дал взятку мэру, то понятно, что лучше действительно вернуть времена СССР, когда вы могли написать в газету «Известия», оттуда приходило письмо в горосполком, и ничего подобного не произошло бы ни в коем случае. И таких ситуаций в жизни очень много, когда кажется, что советские времена были лучше. Джентльменский набор ностальгии по СССР обычно включает в себя довольно стандартные мифы. Бесплатно давали квартиру, можно было отпускать детей гулять на улицу без присмотра, и все в мире нас уважали. Большинство из этих мифов развенчаны множество раз. Например, что никаких бесплатных квартир не существует, как не существует бесплатного образования, бесплатной медицины. То есть да, получить квартиру можно было, ничего за нее не заплатив, однако из-за этих бесплатных квартир и прочего советские люди получали меньше денег в качестве зарплаты. То есть платили не напрямую, а косвенно. Но даже при этом за бесплатные квартиры нужно было иногда десятилетиями стоять в очереди и соответствовать множеству критериев по составу семьи, трудовому стажу и так далее. Квартиры не становились собственностью жильцов, их нельзя было продать, заложить или сдать в аренду. При этом людей до сих пор манит тот миф о бесплатности. Бесплатное образование, медицина, квартиры от завода и путевки на море. Я решил узнать у экспертов по экономике и социологии, что же хорошего было в социально-экономической сфере СССР, чего нету сегодня в России. Здесь нет, в первую очередь, акцента на человеческий капитал, который в Советском Союзе при всем при том был. Здесь нету меритократического принципа отбора кадров. Он, в общем-то, в значительной мере
скажем так, ну, непрофессиональный и случайный. В этом отношении, я думаю, это является одним из важнейших объяснений наших неудач технологических и модернизационных. У нас нету, скажем так, возможности последовательно проводить какой-то экономический курс с достижением нужных результатов. Это у нас не получается. Хотя, с другой стороны, может, это и хорошо, потому что в советские времена такого рода результаты, они в основном касались либо гонки вооружений, либо бессмысленных вложений денег в освоение космоса, либо каких-то прочих экономически неоправданных действий. Но в общем и целом, я думаю, что да, такое, скажем так, показательное пренебрежение к интеллекту, к кадрам и к профессионализму, это то, что очень сильно отличает наш Советского Союза, и это печальное отличие. Говорить, скажем, что сейчас зарплата выше, при том, что, там, скажем, инженер в Москве должен покупать квартиру или снимать квартиру, в то время как тогда можно было получить что-то бесплатно. Да, это были очень плохие квартиры, да, была норма 5 квадратных метров на человека, но, тем не менее, это было бесплатно. Вот. И сейчас там, для того, чтобы получить медицинское обслуживание среднего качества, скажем так, нужно платить. Сколько-то нужно платить за это. Потому что бесплатное медицинское обслуживание даже в Москве очень плохое. А тогда нужно было доплачивать в черную, но это была очень небольшая доплата, например. Да? Сейчас налоги составляют там 13-15%, плюс социальные налоги и так далее. Тогда налоги практически отсутствовали. То есть вот если весь этот комплекс взять, то сравнивать, наверное, нужно не как зарплаты изменились, а сравнивать нужно, наверное, потребительскую корзину, которую действительно люди потребляют. И это, наверное, странно сейчас прозвучит, да, потому что я вообще большой критик там, российской экономики и российской власти. Я считаю, что очень много бедных людей в России. Но, тем не менее, в позднем Советском Союзе люди были в среднем беднее. Тогда при зарплате в 200 рублей в месяц я, например, ну я не про себя говорю, я говорю про, так сказать, гипотетического человека. Если бы я работал, допустим, на каком-то заводе, который строил жилье, тогда же было распространено, что многие предприятия строили собственное жилье. Сейчас, кстати, этого уже практически нет. Ну вот они построили свой многоквартирный дом. Мне дают бесплатно квартиру, потому что я там работаю, у меня зарплата 200 рублей, и мне не нужно покупать. Мне только нужно мебель купить, там новую строить. А теперь смотрите сейчас, я получаю, допустим, 50 тысяч рублей. Могу ли я на зарплату 50 тысяч рублей даже взять ипотечный кредит? Ну, я сомневаюсь, честно вам скажу. Я сильно сомневаюсь. Ну, был еще, пожалуй, там, знаете, как провести отпуск. Была широкая, конечно, такая очень широкая система путевок. Ну, так называемых профсоюзных, да, и вы могли за какие-то символические, на самом деле, деньги, действительно, вы работали, допустим, на крупном предприятии, получить путевку в какой-нибудь санаторий вашего же предприятия, который располагался где-нибудь на море, ну, на нашем, на Черном море. Ну да, это было. Сейчас получить, как бы, дешево отдохнуть, вот так, совсем дешево, но, конечно, очень примитивно, потому что вот этот советский отдых в санатории, он был очень примитивным. Вы понимаете, это же были же не шведские столы, а что дают, то и ешь. Примерно так. Все было очень скромно. Но сейчас наш средний человек маловероятно, что может себе позволить по деньгам, ну, вот такой вот, допустим, отпуск. Он стоит намного дороже. Да? Ну, я думаю, что все на себе это испытывали, да, вот отпуска же мы же проводим все где-нибудь, я уж не говорю про заграницу, говорю даже про Россию. Ну, пожалуй, две такие вот лакуны были, где у советского человека были какие-то, ну, чуть-чуть преимущества перед нашим нынешним человеком. Разумеется, те, кто так логически, рационально пробует анализировать, что-то сопоставлять, они могут скучать еще и по той советской системе социальной поддержки. Хотя, прямо скажем, люди, которые хорошо знакомы с вопросом, вряд ли поставят в плюс существовавшую тогда систему здравоохранения. Система образования, да, была неплоха, но она была догматична, и зачастую знания приходилось добывать не столько благодаря формальным каким-то процедурам, я по себе сужу, сколько копать самостоятельно, копить самостоятельно эти самые знания.
единственным плюсом было то, что и здравоохранение, и образование были бесплатными, доступными, то есть конкурируя в основном за счет собственного ресурса персонального, можно было где-то там продвинуться, какие-то позиции занять. Но все приходилось делать самому. В советскую мечту о бесплатных квартирах, дешевой колбасе и путевках в Крым верят далеко не все. Это фантазии, потому что санаторские путевки, как правило, распределялись профсоюзами. Они распределялись государством за счет того, что государство те не доплачивало. Просто наша неграмотность. Ну, надо это тоже пережить. Это часто миф о том, как замечательно жили люди в СССР, и как они были защищены, распространен среди молодежи, которая просто не застала это время. Условные рассказы о том, что колбаса была 2,30 или там 2,10, они, конечно, ласкают слух, только колбасы этой не было, особенно ближе к концу. Конечно, я решил спросить про плюсы Советского Союза у его, возможно, главных защитников, людей, на гербе чьей партии нарисованы советский серп и молот. Если мы говорим про поздний Советский Союз, то это, безусловно, что фактически каждому человеку была гарантирована работа за хоть сколько-нибудь адекватную зарплату. Это его защищенность на рабочем месте, 8-часовой рабочий день, другие трудовые гарантии, и это система социального государства. Под социальным государством мы привыкли понимать то, что было в послевоенной Европе, частично в Соединенных Штатах, но на самом деле в Советском Союзе тоже была выстроена своя модель социального государства. Там можно их сравнивать. Может быть, то, что было в Европе, в целом нам ближе, приятнее, чем то, что было в Советском Союзе, но все-таки в Советском Союзе и вся система образования, социальной поддержки, система медицины, которая была доступна для всего общества, а не только для элиты, не только для избранных, это в любом случае это определенное достижение, и это так или иначе это система социального государства. А сейчас эти вещи, они в значительной степени демонтированы. Конечно, это достойная работа, это уверенность в завтрашнем дне. Может ли сегодня действующая власть этим похвастаться? По-моему, очевидно, что это не так. Да? Смотрите, там цены. Да? Ну, по-моему, очевидно, что власть сделала все, чтобы отстраниться от этого процесса, не создавая новые производства, провоцирует и дефицит, и безудержный рост цен, и спекуляцию на рынке. Поэтому очевидно, что здесь власть максимально неэффективна в сравнении, тем более уже да, с эпохой Советского Союза. Посмотрите ситуацию со сферой здравоохранения, образования. Бесконечные процессы оптимизации, которые нацелены на то, чтобы сократить расходы на социальную сферу, потому что действующая власть считает это неэффективными расходами. А значит, все это дело будет оптимизироваться. Да, хитрое слово, чтобы люди не слышали понятие «уничтожить». Да, мы видим, что по истечении 20 с небольшим лет каждое второе медицинское учреждение уничтожено. Не знаю, каждая третья школа закрыта или какие-то учебные учреждения. Посмотрите на науку, там, на ту же, я не знаю, космическую отрасль. Из передовой в этом направлении во всем мире державы мы скатились до просто даже не стран третьего мира, по-моему, еще ниже. Вопросы демографии, вопросы, я не знаю, суверенитета. Да? Мы сегодня ничего не производим. Мы сегодня абсолютно зависимы в элементарных, я не знаю, лекарствах, каких-то препаратах, без которых наши граждане не могут просто выжить. Да? Мы сегодня бесконечно покупаем все из-за рубежа. Одно из самых важных, на мой взгляд, достижений советского народа, что они смогли подчинить материальное производство интересам каждого жителя страны, а не интересам кучки сверхбогатых людей, как это происходит сегодня. Советские люди знают о безработице лишь понаслышке. Право на труд, как и право на отдых, закреплено в основном законе страны Конституции СССР и неуклонно обеспечивается политикой государства. В отличие от СССР, в нынешней России хотя бы не нужно стоять за квартирой в очереди и выбирать из пары вариантов. Сейчас каждый может купить понравившуюся квартиру в нужном месте, были бы деньги. А вот их, к сожалению, у многих не хватает. Чтобы купить квартиру в задрипанном человейнике, людям приходится брать ипотеку и годами, а то и десятилетиями выплачивать проценты. По данным Росстата, средняя зарплата в России в 2020 году составляла 51 344 рубля. Но это по всей России. А если смотреть по регионам, выходит намного меньше. Например, в Алтайском крае средняя зарплата составляет 31 328 рублей. Как нормально жить на такие деньги, не очень понятно.
Чтобы взять ту же ипотеку, нужно еще как-то накопить на первый взнос. При этом, когда я путешествую по России, люди часто жалуются мне, что в их городах нет нормальной работы. Работы нет. Работы нет. А стоять за кассой по 15 часов в день выдерживают не все. По-другому дела обстоят в IT-сфере. Там крутых разработчиков иногда даже переманивают из одной компании в другую. Если посмотреть вакансии программистов, в них встречается ДМС со стоматологией, удаленка и другие крутые штуки. А зарплаты даже у новичков часто начинаются с 60-80 тысяч. Вот, например, вакансия разработчика на Python. Python — это язык программирования, на котором, к примеру, работают системы рекомендаций Spotify и Netflix. Вы тоже можете изучить этот язык и стать разработчиком. В SkyPro эту профессию можно освоить за 10 месяцев. А обучаться можно даже в приложении. На курсе студенты изучают теорию по текстовым шпаргалкам, смотрят небольшие лекции, занимаются практикой и каждую неделю созваниваются с наставниками, чтобы разобрать ошибки и сложные вопросы. Программа обучения разработана на основе 1230 вакансий разработчиков, чтобы студенты могли соответствовать их требованиям. SkyPro старается, чтобы все выпускники быстро находили работу мечты. Специалисты карьерного центра подбирают вакансии и помогают с резюме. На SkyPro есть еще много курсов, а мой промокод Varlamov10 дает 10% скидку на любой из них. Если заинтересовались, переходите по ссылке в описании и записывайтесь на бесплатную консультацию, чтобы выбрать подходящий курс и освоить новую профессию в новом году. Чаще всего плюсами СССР называют вещи, которые зависят от экономики. Доступное жилье, наличие работы, отсутствие нищеты. СССР был страной с плановой экономикой. Главным органом, который отвечал за ее функционирование, был Госплан. Он рассчитывал, сколько товаров будет нужно советским предприятиям и гражданам, и определял планы по производству. Другой орган, Госкомцен, определял цены на товары. Торговля в стране была государственной монополией. Вопросами логистики и снабжения магазинов занимались чиновники, а не частные предприниматели. В такой экономике полностью отсутствует самый главный базовый инструмент регулирования – баланс спроса и предложения. В СССР производились совсем не те товары, которые были нужны людям, а их цена была искусственной и зачастую даже не покрывала стоимость производства. Все это приводило к дефициту, то есть колбаса была дешевая, но купить ее было невозможно. При этом те, кто говорит о тоске по СССР, почему-то помнят цену колбасы, но не ее отсутствие. Но если мы начнем сравнивать цены и зарплаты в Союзе и сейчас, то и с дешевизной все будет не так однозначно. Так сравнивать очень тяжело. Можно придумать некий индекс. Он всегда будет очень ошибочным. Ну вот, пожалуйста, да, там, скажем, индекс плохого мяса. Сейчас сколько килограмм плохого мяса стоит в России? Там рублей 500? Да, тогда он стоил 2 рубля в Москве. Ну вот, значит, 250 раз, если вы этот индекс берете, надо увеличивать зарплату. Значит, если инженер, скажем, получал там 110 рублей, да, то в 250 раз это сколько будет? 28 тысяч рублей, да, где-то получается. Вот, так сказать, сравнительная зарплата инженера по индексу мяса. Да, но если мы возьмем индекс, например, телевизора, да, то инженер мог купить 1/8 телевизора на свою зарплату. Сейчас сколько стоит телевизор? Ну, такой телевизор, как тогда, сейчас, наверное, стоит не больше, чем 20 тысяч рублей, там 30 тысяч рублей. Да, ну вот хорошо, возьмите от этого 1/8, получите, что это вообще 4 тысячи рублей по нашим деньгам. То есть сравнивать совершенно невозможно. Надо понимать, что доступность товаров, огромного спектра товаров стала значительно выше в любом случае. А если сравнивать по каким-то совсем таким банальным продуктам питания из потребительской корзины, то вот, наверное, этот индекс будет где-то 250, и тогда нам действительно придется считать, что зарплата инженера была по 30 тысяч рублей, зарплата рабочего была где-то там около 100 тысяч рублей, таким образом, квалифицированного рабочего. А зарплата высокооплачиваемого чиновника была, наверное, где-то там 150 тысяч рублей в тех деньгах. Но и это будет неверным способом подсчета, потому что очень большое количество товаров и услуг люди получали фактически бесплатно. Сравнивать вот так напрямую это достаточно сложно, но есть оценки. Есть оценки, которые говорят, что вот мы вышли на тот уровень доходов, да, который был в конце советского времени, ну, реальных доходов, ну, где-то вот буквально в 2010-2012, при том, что вот, может быть, средняя зарплата сейчас может быть сопоставима с той средней зарплатой, которая была тогда, вот, в конце советского времени. Но разбросы это какие колоссальные. У нас сейчас
Есть зарплаты, ну, и они не очень распространены, но когда люди получают несколько сот тысяч рублей в месяц официально, там с этого платятся налоги. В то же время есть люди, которые живут на очень низкие зарплаты. У нас есть целый регион сейчас в России, где там зарплата в 25 тысяч, там, 30 тысяч считается очень хорошей. Поэтому я бы так в лоб сравнивать не стал. Конечно, главный вопрос, где все-таки обычному человеку живется лучше, в России или СССР? Ну, вы хотите простых ответов. Простой ответ будет: в России средний человек, конечно, живет богаче, чем в СССР. Несравнимо богаче. Причин тому много, и не только изменение общественного строя, хотя изменение общественного строя сыграло тоже очень большую роль. Сейчас, если у вас есть желание лучше жить, вы едете, ну, люди так считают, вы едете в крупный город. Тут больше возможностей получить какую-то хорошую работу, ну как-то попасть в какую-то струю, заняться каким-то бизнесом и так далее. То есть есть возможности, не все их реализуют. Не у всех это получается, но, по крайней мере, такие возможности есть. И мы с вами видим же примеры, да, людей, которые, ну, буквально из ничего, да, приехав из какой-то провинции, тут становились успешными и по заработкам, и вообще по своему социальному положению. А в советское время это было невозможно. В советское время, вот если вы вас вот в эту нишу поставили, вы в ней всю вашу жизнь и, собственно, должны были быть, да. Вот вы закончили школу, закончили какой-нибудь там техникум, или кто-то заканчивал институт, это было довольно редко, кстати, высшее образование. Ну и все, вышли на завод. Вы начинали инженером, и вы, может быть, максимум в конце вашей трудовой жизни на этом же заводе стали бы каким-то главным инженером. Все, максимум, все, вот ваша карьера. Нет, конечно, в этом смысле наш такой средний российский человек, мне кажется, богаче. Он богат вот этими возможностями, которые позволяют при желании, при везении, конечно, каком-то, позволяют и получить хорошее благосостояние. Говоря о возможностях, не стоит забывать, что даже нынешняя Россия гораздо более свободная страна, чем Советский Союз. Советские конституции, принятые в 1936 и 1977 годах, были вполне демократическими документами. Они гарантировали гражданам все основные права и свободы, но гарантии эти существовали лишь на бумаге. В СССР не существовало свободы слова. Все печатные издания, телевидение и радио подвергались цензуре. Как вы понимаете, никакого ютуба и соцсетей для высказывания своего мнения не существовало, а за критику действий партии и правительства можно было потерять свободу и даже жизнь. Еще в СССР существовал институт прописки, фактически означавший запрет на свободу передвижения. Советский гражданин не мог по своему желанию переехать жить в Москву, Ленинград или Киев. Для этого требовалось получить разрешение. Гражданам СССР было запрещено выезжать и за границу. Каждая такая поездка согласовывалась в партийных органах и требовала наличия безупречной репутации и сдачи специального экзамена. Отправиться в социалистическую страну вроде Болгарии или Польши было чуть проще, чем в капиталистическую вроде Франции или США. Но для любого пересечения государственной границы требовалась выездная виза. А получить выездную визу — это было целое приключение. Спросите у своих родителей или бабушек, кто сталкивался с получением выездной визы, насколько сложно было это сделать. Ну, свободы не было, а официальной публичной свободы. Даже при всей критике путинизма сейчас свободы просто в разы больше, в десятки раз больше. Вот так я, допустим, не мог в СССР к вам прийти, что-то сказать вам, и вы потом бы это выложили бы. Не потому, что не было социальных сетей, потому что вы даже если перепечатывали на машинке какую-нибудь невинную вещь, там, допустим, лекцию Шри Бхагавана Раджниша Оша в Пуне, вот я помню, мы перепечатывали, уже к вам из-за этого могла быть претензия. Просто из-за того, что вы Эрика берете 4 копии. Эрика печатная машинка. И не говоря уж там про стихи Бродского или Галича, или еще чего-то такого. Очевидно, это закрытость границ, отгороженность остального мира, проблемы с доступом к информации, к передаче к информации. Это, безусловно, было хуже. Для профессии, для моей, больше возможностей появилось, творчество и так далее. А тогда у нас были жесткие рамки в строительстве. Ну и, соответственно, будем так говорить, достаточно серый был город. Свободы больше, быстрее меняется все. Другое дело, что подстраиваться надо успевать. Например, нашему поколению уже сложнее, чем люди старшие, сложнее меняться. Потому что все есть в магазинах.
Я так считаю. Единственное, что лучше, это то, что есть в магазинах, то есть придешь, что душе угодно, и везде можно поехать. Вот только единственное. Но то, что было в СССР, оно превалирует все равно над тем, что есть сейчас. То, что было, это было ценнее. Удивительно, но при таких ограничениях по СССР иногда вздыхают даже молодые блогеры. Я только могу сказать, что этим блогерам в Советском Союзе места бы не было. Сидели бы в лагерях в Советском Союзе, даже при Брежневе. Чего ты себе позволил? Возьмите, почитайте. Чего себе люди позволяли, которые без согласия там, партийной организации, да, позволяли бы себе просто разговаривать хотя бы даже в комнате, я имею в виду, где работаешь. Там, дома, наверное, еще можно было, еще техника не так далеко дошла. В комнате вот то, что они говорят там, да, про страну, кто бы им позволил? 58-я статья «Антисоветская агитация, пропаганда». Туда. Что касается сегодняшних молодых людей, которые хотят восстановить Советский Союз. Они действительно не знают, как была устроена жизнь, и им кажется, что, может быть, можно что-то подкрутить в госплане, поставить более мощный компьютер, и тогда все будет работать. И это просто недостаток образования. Я хотел честно, по справедливости. Всем поровну по 2500. Вам, Остап Ибрагимович, ему, Козлевичу и мне. Свободе и возможностям сторонники СССР противопоставляют идеологию, при которой люди были равны, имели одинаковые возможности и жили такой большой коммунальной квартирой на 300 миллионов человек. А еще говорят про справедливость, которая в СССР якобы была. Справедливость, вы знаете, как меряется? Она же меряется не цифрами. Бедные были, безусловно. Но не так. Справедливость меряется ощущением самих людей. Вот это очень важно. Если спросить типового советского человека, да, справедлива ли его жизнь вот тогда была, я говорю про 80-е годы прежде всего, я думаю, многие бы сказали, что она несправедлива. Несмотря на то, что вот эти различия, я уже об этом говорил, они были намного меньше, чем сейчас. Почему люди считали ситуацию несправедливой? Потому что была номенклатура. И люди видели, как живут, допустим, те, кто работали в райкомах партии, там вообще в партийной линии вот этой вот. Те, кто вообще был во власти тогдашней, они же получали пайки, они получали там всякие наборы продуктовые, были распределители так называемые. Хотя, я бы сказал так, различия в уровне жизни между теми, кто жил вот в номенклатуре и кто был обычными людьми, и по сравнению с теми различиями, которые есть сейчас, они смешные. Это были вообще различия мизерные, вот если сейчас посмотреть. Думаю, мало кто поспорит, что социальная справедливость – вещь хорошая. Они любят порассуждать и нынешние российские власти. Политику Владимира Путина вообще зачастую позиционируют как некое продолжение линии СССР или линии партии, как тогда говорили. Но действительно ли Путин пытается идти по этой линии? И есть ли у нынешней России сходство с СССР? Слушайте, я не вижу особых сходств. Я думаю, что это совершенно другая страна. Она выстроена на новых основаниях и организационно. Это фактически бывшая, даже не российская, а московская империя образца середины 17 века по своей территории плюс-минус, да. Что касается, поэтому, соответственно, ее геополитическая ситуация, ее роль в мире, она совершенно другая, и ее вектор больше не направлен к расширению, как это было во времена всей имперской истории от Московского царства до конца, это, по крайней мере, до последних десятилетий Советского Союза. Это фундаментально различно, на мой взгляд. С другой стороны, в экономике, это, в общем-то, рыночная экономика, понятно, со всеми ее недостатками, но в любом случае это ни в коей мере не Советский Союз. Поэтому я думаю, что сход с Советским Союзом по большому счету немного. Единственное, что можно отметить из существенного, это, конечно, вопрос о том, что Советский Союз был государством, которое объединял в себе и расширенную Россию, изначально исторически, ее поселенческие колонии и территории, захваченные военными методами, на которых количество русских или славянских представителей населения было незначительным. Россия повторила эту ситуацию, когда фактически Северный Кавказ представляет собой достаточно искусственную часть страны,
которая, по большому счету, не интегрируется в государство и представляет такую страну, как некое национальное государство, которое может управляться единым образом, довольно странно. Вот здесь мы повторяем структуру Советского Союза. В СССР были объединены очень разнородные территории по своей истории и по своим системам управления. В России это сохранилось. Во всем остальном, я думаю, что сейчас, конечно, невозможно сравнивать систему советскую и российскую. В бытовом, безусловно, мы наследуем советскому быту, советскому опыту. Многие стереотипы, особенно у старшего поколения, они идут из того времени, и люди ментально живут с ощущением того, что государство им должно. То, что в СССР было социальное государство, плохое и хорошее, это уже мы сейчас не берем, но оно было реально социальным. С бесплатными детскими садами, бесплатными школами, бесплатным поступлением. Вузы относительно бесплатным, деньги тратились на репетиторов, как правило, связанных с вузами, но, в общем, никто не платил за поступление там. И это живет в менталитете как-то. Государство нам должно. Государство уже давно никому ничего не должно. Полностью поменялось мировоззрение, но эти вот бытовые привычки существуют. И я потом знаю, вот люди, особенно в провинции, люди старшего поколения, они даже и в быту предпочитают еду, которая была тогда в их молодости. Сосиски, пельмени. Такой как бы из общепита колбаса, и избегая каких-то сложных современных изысков. Что касается идеологически, то это вообще никакой нет преемственности, ничего общего, ничего не наследует. Советский Союз при всех его огромных минусах, безусловно, был реальным историческим проектом, в основе которого лежали миллионы человеческих судеб, жизней, гражданская война, Великая Отечественная война, индустриализация. А здесь просто политтехнология. Современная Россия – это просто выдумка. Это не попытка СССР, это попытка поспекулировать на тех ностальгических чувствах, которые есть в народе по Советскому Союзу. Но понятно, что в советские времена максимум кадровый потолок для господина Путина это был в лучшем случае генерал-майор с выходом в отставку. У всех его друзей он был гораздо ниже. Поэтому вернуть такую систему, в которой они бы далеко не продвинулись, это они хотят и в страшном сне. Наоборот, вот та система, которая сложилась, паразитическая, неэффективная, это именно тот строй, тот тип общества, в котором они могут процветать, на котором они могут паразитировать. Поэтому я думаю, что нет, возвращения к Советскому Союзу никто не хочет. Президент Путин много раз говорил о том, что он является учеником Анатолия Собчака, продолжателем Анатолия Собчака. Он артикулировал это ясно, внятно. Он ссылается на Ивалина, Ильина и на Николая Бердяева постоянно. Он критикует открыто Советский Союз, поэтому сама идея, что он является продолжателем коммунистического проекта, она абсурдна. Он является последовательным антикоммунистом, сознательным антикоммунистом. Он много раз говорил о том, что коммунизм и советский социализм – это неэффективная в экономическом смысле прежде всего система, что он называл Советский Союз миной, заложенной под Российскую империю. Он антисоветчик, антикоммунист, и, в общем, он видит себя в роли и преподносит внешним партнерам в США, Великобритании, в Европе себя как человека, который демонтировал Советский Союз и угрозу социализма, которая была для западного мира. Текущий российский режим, он полностью противоположен советскому режиму. То есть он берет некоторые символы, то есть пытается играть с какими-то словами, символами, но при этом по своей сути он полностью противоположен тому, что было тогда. Вот этот левый популизм, которым сегодня исполнена власть, когда они пытаются на себя вот эту государственность, державность, вот это величие, да, могущество, да, нашего народа, вот сверхдержава, все это оставить в памяти людей и прикрыть этим ту грабительскую политику, которую власть ведет сегодня. То есть власть сегодня забирает последнюю тех, кому и так есть нечего. Какой, к чертовой матери, общее с Советским Союзом? Они борются с этим наследием, переписывая учебники истории, десоветизация, которая шагает по всей нашей стране, когда переименовывают площадя и улицы, стереть это из памяти. Вы думаете, они боятся каких-то фамилий? Нет, они боятся образа, они боятся символа, они боятся альтернативы, что это несправедливая, убогая система, не единственный путь развития, что есть другие, более эффективные варианты. Друзья, а с какого устройства вы смотрите мои ролики на YouTube?
Если верить опросу hightechmail.ru, то 34% пользователей смотрят меня через смарт-телевизор. Кстати, этот же опрос показал, что только 28% владельцев телевизоров используют их по прямому назначению, то есть смотрят спутниковое и кабельное телевидение. А 12% вообще используют телевизор как большой настенный монитор и выводят на него картинки с экрана ноутбука, смартфона или планшета. Но если вы любите фильмы и сериалы, а также спецэффекты и хотите полностью погрузиться в атмосферу происходящего на экране, тогда обратите внимание на телевизор Philips 8506 The One. Он объединил в себе платформу Android, уникальную подсветку Ambilight и UHD 4K разрешение. Благодаря процессору Philips P5 телевизор Philips The One передает изображение без искажений цвета, один в один, как на носителе. Технология Ambilight как бы расширяет границы картинки с помощью фоновой подсветки. Вместе с поддержкой форматов Dolby все это создает эффект присутствия. Движения на экране плавные, тени вырисовываются глубже, а на светлых участках видно больше деталей. Смарт-телевизор Philips The One работает на операционной системе Android. Управлять им можно голосом с помощью микрофона на пульте. Хотите сыграть в игру, посмотреть Netflix или найти приложение в магазине Google Play? Просто скажите об этом своему телевизору. Ну а купить телевизор Philips The One можно уже по ссылке, которая есть в описании к этому ролику. Общего между нынешней Россией и СССР не видят не только эксперты. Есть целая группа людей, которым настолько неприятна нынешняя страна, что они вообще ее отрицают. Да-да, люди не признают распад Советского Союза и считают, что все еще в нем живут. Правда, власти такой подход совсем не нравится. Например, в 2019 году суд признал экстремистской организацией Союз славянских сил Руси, сокращенно СССР. Эта организация была создана в 2010 году, не признавала действующую власть и распад Союза. По данным «Коммерсанта», в 2018 году в ней состояло 150 тысяч человек. А ее лидер Сергей Тараскин называл себя временно исполняющим обязанности президента СССР. Видимо, такого конкурента нынешние власти потерпеть не смогли. А прошедшим летом уже Волгоградский суд приговорил к 6 годам колонии мужчину, который состоял в движении «Граждане СССР». Оно тоже отрицает распад Союза и тоже признано в России экстремистским. Мужчину обвинили в том, что он тайно вовлекал участников в преступное объединение и склонял к противодействию органам власти. Так что быть сторонником СССР в нынешней России не только непросто, но еще и незаконно. Хотя некоторым удается сделать из этого политическую программу, как все той же КПРФ. Правда, даже люди, которые шли от этой партии на выборы, не всегда согласны с тем, что КПРФ выступает за возвращение Советского Союза. Из того, как я с ними общался, мое впечатление, что они тоже по большей части, конечно, считают, что нельзя взять и перенестись в прошлое и построить сейчас копию того, что было много лет назад, и чтобы она жила в современных условиях. Они смотрят на Советский Союз скорее с точки зрения анализа того, как он мог бы развиваться и почему и где что пошло не так. Нужно говорить о том, что из Советского Союза нужно взять самое лучшее, потому что очевидно, что были ошибки, и без них не может быть никакая работа. Поэтому, конечно, над ошибками нужно провести глубокий анализ, сделать выводы, никогда их не повторить. Но что касается темы социальной поддержки граждан, что касается заботы о трудящихся, о молодежи, да, в целом гражданах, да, это действительно тот образ, к которому должно стремиться не только наше общество, но и все человечество. Да? Не удается коммунистам договориться и по вопросам социализма. В Советском Союзе, на мой взгляд, социализма не было. То есть перейти к такому бесклассовому обществу, где бы хорошо жили все, где бы люди могли коллективно определять все вопросы, связанные со своей жизнью, этого не получилось. Многие важные вещи, они удались в плане социальных завоеваний, но социализм, он подразумевает демократию. То есть социализм невозможен без демократии, а мы видим, что Советский Союз, проведя индустриализацию, а после этого перейдя к обществу, в котором более-менее какой-то
приемлемый уровень жизни был обеспечен для каждого, проблему с демократизацией не решил. Слушайте, в СССР, безусловно, был социализм, и, знаете, если вы говорите такими научными терминологиями, то у этого есть вполне конкретное определение, да, научное определение. Но социализм – это в том числе и переходная стадия от капиталистического общества к коммунистическому обществу. Процесс, в котором отмирает государство, отмирают привычные вот эти вот классовые порядки, да, угнетения. И да, этот процесс очень нестабильный, и, как показала практика, да, история, как показала, действительно, это очень такой период времени, где нужно максимально сосредоточиться на то, чтобы беречь вот это нарождающее новое такое более эволюционированное общественное отношение, общественные порядки, да, производственные отношения. В Советском Союзе была монополия государства на средства производства. В Советском Союзе была запрещена эксплуатация человеком. И это, безусловно, да, те элементы, которые позволяют нам говорить, что это именно социализм. Отличную площадку для восхваления Советского Союза коммунистам дают ошибки нынешних властей. Внутри нашей страны и так все давно принадлежит им. Кому принадлежит российская нефть? Америке. Кому российский газ? Европе. Леса Сибири не принадлежат России, они принадлежат Китаю. Без единого выстрела, без единого танка, бомбы. Они отобрали у нас это экономическими механизмами. Наша страна, которая не проигрывала в войнах и не вставала ни перед кем на колени, превращена в бензоколонку. Можно в возрождении советского мифа усмотреть и последствия ошибок 90-х. Неправильно, с моей точки зрения, слишком быстро и очень грубо была проведена приватизация. Это достаточно очевидно. Во-вторых, трехдневная гражданская война в Москве в октябре 1993 года, когда до стрельбы из пулеметов и танков дошло в городе Москве. Да, только 3 дня, но это был тяжелейший кровавый опыт, и он незабываем, и он был лишним, его можно было вполне избежать, обязаны были избежать, но не сумели. Затем Первая Чеченская война, война в Чечне, несомненно, была ошибкой, нужно было искать иные развязки тогда. Ну и я считаю ошибкой то, что Борис Николаевич Ельцин, с которым я вместе работал и которого я достаточно серьезно ценю как великого деятеля нашей истории российской, он, на мой взгляд, зря пошел на второй президентский срок. Он зря баллотировался. Есть мнение, что россияне хотят вернуть не конкретно Советский Союз, а империю. Вернуть то чувство, когда страна была большая. Русский человек повелевал 1/6 частью суши. Хрущев грозился показать Америке Кузькину мать, и все вокруг нас боялись. При этом к бывшим соседям по Союзу такие имперцы относятся пренебрежительно. Это они называют кавказцев хач, украинцев хахл, а жителей Средней Азии чу. Себя же они считают такими спасителями, которые принесли диким народам цивилизацию и теперь просто обязаны ими командовать. Это они мечтают о России от Тихого океана до Атлантического и непременно хотят вернуть какие-то территории, которые считают своими, от Тбилиси до Аляски. Только тут дело, скорее всего, не в возрождении СССР, а в удовлетворении каких-то собственных комплексов. Нет никаких оснований считать, что даже там в 90-е, 2000-е годы какая-нибудь партия, которая бы действительно требовала коммунистической системы, восстановления там всей советской структуры управления и уровня жизни, могла бы хоть что-то получить на выборах. Это миф. Вот то, что россияне хотят возвращения в Советский Союз, это глубокий миф. Они хотят империи, не обязательно советской, просто империи, которая бы действительно показала миру, где там раки зимуют в случае необходимости. Это какая-то странная черта советского и российского народа. Люди хотели бы справедливости, которую они ассоциируют машинально с Советским Союзом, и не более того. Вот возврата в прошлое не хочет никто и никогда, честно говоря. То есть это бывают очень редкие приступы такой социального отчаяния, но ни одно общество осознанным образом назад никогда не возвращалось. Это просто из тяжелого времени бегство назад в Великую империю. Нас тогда любили, нас тогда боялись, уважали. На самом деле уважали. Термин такой как-то принят, да? И мы хотим, чтобы нас уважали, мы хотим, чтобы нас любили, мы хотим, чтобы нас боялись.
Это же нормально для страны, которая живет в постимперском синдроме. Были великие, все нас слушали и слушались. А сейчас могут повернуться спиной, да, и просто, как будто нас нет. Не, надо вернуть. И, собственно, синдром Крыма, он про это. Потому что крымской историей Путин завоевал любовь. Не электоральный сюжет, а любовь. Почему? Потому что Крым – это мечта. Крым – это лазурный берег для советского человека был, да? И вот Крым приплыл в родную гавань. Путин вернул, замечу, вернул Крым в родную гавань. Говоря про имперский миф, нельзя не вспомнить такое понятие, как русский мир. Так называют всю зону влияния России, русской культуры и русского языка в мире. Но сейчас, кажется, этой зоны почти не осталось. Слово «русский мир» стало ругательным. А между тем, в начале 90-х ведь у Москвы были все шансы создать действительно по-настоящему эффективный русский мир. Да, ресурсов не было тогда. Да, тогда внутрикризисные явления были. Но если бы выстраивалась бы политика привлекательной модели, учитывая то, что... мы с вами сейчас говорим на русском, и вроде бы у меня неплохой так русский. О чем это говорит? Это говорит о том, что здесь было русское пространство. Здесь было пространство, где мы до сих пор, россиян, русских и русскоговорящих, в данном случае, воспринимаем как своих, в общем-то. Да и вы нас как своих до сих пор воспринимаете. Но вот уже поколение минус 15 лет от меня, оно уже так не воспринимает. Друзья, а вы уже начали думать о подарках на Новый год? Для меня отличным подарком стали бы ваши лайки и подписка на канал, подарок, который вы можете сделать своими руками. Но если серьезно, меня иногда спрашивают: Илья, что подарить путешественнику? Можно было бы ответить: конечно, путешествие. Но как спланировать поездку для другого человека, не зная его планов? Я, например, иногда сам не знаю, где я буду через месяц. Для таких случаев есть сервис Куба, который предлагает сертификаты на десятки отелей по всей России с открытой датой. То есть человек сам сможет выбрать, куда и когда ему поехать. Причем даже торопиться не придется, потому что сертификат действует 2 года. На сайте Куба вы можете выбрать вид сертификата. Электронный просто придет вашему близкому человеку на почту. Бумажный можно упаковать в подарочный конверт или в крафтовую коробку, например, вот такую. Получатель подарка просто сканирует штрих-код и попадает на страницу с каталогом отелей. Тут есть и классические гостиницы, и домики на дереве, и прозрачные сферы с видом на природу. Сертификат может быть на двоих или большую семью. Кстати, такой подарок может подойти не только активным путешественникам. Например, вы давно пытаетесь уговорить родителей съездить куда-нибудь отдохнуть. С сертификатом им, возможно, будет легче решиться на поездку. До 7 января на сайте Куба действует мой промокод Варламов на скидку 1000 рублей. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Наконец, у нас остался главный вопрос. Если россияне так жалеют о распаде Союза и видят в нем массу плюсов, то могут ли они его возродить? Или, например, собрать в каком-нибудь новом виде по типу Европейского Союза? Это невозможно обсуждать серьезно. Нельзя построить Советский Союз. Вот самый хороший пример того, как устроена коммунистическая экономика, это, собственно, Северная Корея. Вот вы видите, как устроена эта замечательная экономика. Абсолютно невозможно. И я возражал бы против этого. Это было бы насилием над людьми. Нет идеологии, нет запроса на модернизацию огромных масс людей. Еще раз, СССР – это был не проект сверху. Это ошибка. Не Ленин, и Сталин, и Троцкий придумали СССР. СССР придумали десятки миллионов русских крестьян, которые пробовали уже, как говорится, свергнуть власть господ, восстание Разина, восстание Пугачева, революция 5-го года. И только когда встретились, условно говоря, интеллект Ленина, он не был марксистом в том смысле, как ему это приписывают. Он как раз поссорился с марксистом Ленин. Он был вождем русской революции. И огромный крестьянский бунт, тогда это случилось. Люди захотели получить плоды модернизации, чтобы их... Что такое? Что они хотели? Реально это же все было в наказах крестьянских. Дети, чтобы учились так же, как учатся городские, так же, как гимназии. Это дала им советская власть. Первый декрет советской власти был о правах женщин. Декрет, собственно, декретный отпуск. Вот вы, женщины, ходите в отпуск. Это вот первый декрет, еще, по-моему, 17-й год. Что женщина беременная имеет право на отпуск, может не работать с сохранением зарплаты. И много чего другого. Уравнивание в национальных правах. Сейчас нет такого запроса.
Нет, революция невозможна. Абсолютно невозможно восстановление советского проекта. Нет запроса. И все, что говорят те, кто мы восстановим, это просто ложь. В Советском Союзе было 15 союзных республик. Вот прошло 30 лет практически без Советского Союза. Что, хотя бы одна республика требует вернуться в Советский Союз? Что у нас есть какое-то массовое движение внутри нашей страны с требованием верните Советский Союз. А потом что значит вернуть? Пойти и завоевать эти 14 бывших братских республик и установить силой наших вооруженных сил, там, восстановить там советскую власть? Нет, это химера, конечно. Советский Союз в принципе быть не может. Это не значит, что у нас не будет каких-то интеграционных проектов. Мы сейчас пытаемся создать союзное государство России и Беларуси. Это хорошая, правильная попытка. Она долго буксовала, мы всегда долго запрягаем. Но надеюсь, что теперь быстро поедем и возникнет союз двух славянских государств. Но, скорее всего, будут присоединяться и другие республики, но это будет их добровольный исторический выбор. Ну, первый выбор уже сделан, это Россия и Белоруссия. Скорее всего, вот совершенно логично выглядит следующий шаг, это присоединение Армении в качестве третьего участника в союзном государстве. Армения сейчас в очень тяжелом положении находится, она действительно зажата достаточно враждебно настроенными к ней государствами. У нее какого-то такого серьезного экономического прорыва не просматривается, у нее нет какой-то возможности стратегически существовать вот в этих условиях, в которые она попала. Вступление в качестве третьего участника в союзное государство открывает огромные перспективы, и я думаю, что рано или поздно большинство в армянском обществе настроится, созреет и сделает этот выбор. Главное, никого искусственно не торопить и не принуждать. Пусть это будет естественный процесс добровольного самоопределения. Я верю, что общество сознанием своим должно вырасти таким, чтобы оно добровольно вошло в Советский Союз. И это была не только республика в 17 государств, республик, а должно быть мировое общество без войн, без всяких насилий и так далее. Это пройдет еще, может, сотни лет, но СССР возродится. Что-то подобное, как у Китая, возможно, а именно коммунистический строй, не видоизмененный, навряд ли. В других формах оно, может быть, и будет, но это будет уже не СССР. Юное поколение вообще-то ушло, понимаете, оно воспитано в совершенно других традициях. А потом мы пережили 90-е годы, которые вот этот бандитизм, все это гонки друг за другом и так далее. Человек, он очерствел. И многие понятия, которые вот это здравствуйте, они ушли вообще безвозвратно. Они остались в старшем поколении. Вот мы последнее поколение, мы уйдем, и жизнь будет другая. Нет, это уже все ушедшая эпоха, которая уже, боюсь, не вернется уже никогда. Было круто. Тогда все были наравне примерно. И не было такого, как сказать, расизма. Ну, не расизма, национализма. Да, я не знаю, сказать. То, что все были равны между собой. Я бы хотел просто вхождение в Россию ряда республик, которые нам нужны. Украины, Беларусь, прежде всего. Просто в качестве частей России. Взаимоотношения стран, которые входили в Советский Союз, сейчас не в самом лучшем состоянии, так что сомневаюсь. Нет, конечно, время все изменило. Россия пускай остается Россией. Друзья, этим фильмом я подвожу конец своему длинному циклу фильмов о распаде СССР. В августе я рассказал, из-за чего Союз распался и почему это было неизбежно. Потом показал вам, как 14 бывших республик СССР прожили эти 30 лет. А сегодня мы с вами выяснили, хотят ли русские вернуться в совок и почему. Думаю, вы все понимаете, что никакого возвращения быть не может. Власть просто играет на ностальгических чувствах старшего поколения, а младшему пытается подсунуть мифы о величии. При этом никакие плюсы Советского Союза, которые, конечно, были, нынешняя Россия вернуть не пытается.
Вы спросите, хотел бы я вернуться в Советский Союз? Конечно же, нет. Безусловно, в Союзе были определенные плюсы. Например, я много рассказывал вам про советскую архитектуру и градостроительство, про качество городской среды. В некоторых вопросах Советский Союз сегодня кажется каким-то замечательным местом, где о людях думали. Например, даже если посмотреть там на какие-нибудь входные группы старых советских домов на благоустройство дворов, то мы увидим, что это сделано гораздо лучше, чем делается сейчас там в новых домах. Но это все мелочи, потому что Советский Союз — это в первую очередь идеология, которая, во-первых, она чужда мне, и мне кажется, Россия с Советским Союзом не по пути. Проблема сегодняшней России, что это какой-то идеологический Франкенштейн. С одной стороны, мы пошли на Запад в 90-е, резко повернулись, начали строить капитализм, развивается бизнес, каждому человеку его выбросили из этой вот лодки социальной там стабильности и сказали: плыви теперь как хочешь, как можешь, и жизнь покажет, кто чего сможет добиться. С другой стороны, у нас до сих пор труп Ленина лежит на Красной площади, а власти рассказывают какие-то небылицы, обещают людям светлое будущее. И построить его в нынешнем виде очень сложно. Возможно, это и называется этим вот особым путем, который нам пытаются продать. Недаром вот по опросам довольно большое количество людей, оно верит в какой-то особый путь. То есть у нас и не капитализм, у нас и не Запад, и вроде бы как не Советский Союз, мы идем куда-то вперед, но зачастую вот этот вот особый путь, этот путь в никуда. И это очень хорошо видно, потому что обратите внимание на главные достижения, которыми гордятся сегодняшние власти. Это достижение того же Советского Союза. У нас самый главный праздник и великий — это победа в Великой Отечественной войне, и с каждым годом мы ее празднуем все пышнее и пышнее. И проблема здесь не в том, что не надо праздновать. Безусловно, это великий праздник, великий день для любого русского человека, но тем самым мы подменяем и обесцениваем все, что сделано сегодня. А когда мы посмотрим то, что делается сегодня, увидим, что побед уже не хватает. То же самое с космосом. Мы не говорим про то, как мы дальше будем развивать космонавтику, как будем смотреть в будущее, мы гордимся какими-то старыми победами. И вот это вот прошлое, которое с каждым годом все сильнее и сильнее раздувается, оно держит нас и не дает идти вперед. То, что сегодня столько людей ностальгируют по Советскому Союзу, я считаю, это большая ошибка и проблема сегодняшней власти, потому что, кажется, 30 лет уже прошло с распада Советского Союза. 30 лет мы строим какое-то новое светлое будущее, а люди до сих пор смотрят на то, что было 30 лет назад, и говорят: тогда было лучше. Соответственно, спрашивается, а куда же мы шли все эти 30 лет, и что же мы сделали, и, возможно, нужно что-то подправить. И я не просто так вначале сказал, что, объехав 14 республик, я не увидел нигде никакой ностальгии, потому что каждая страна, она пошла своим путем. Кто-то объединился с Евросоюзом и начал жить, как живут там европейцы, и довольно быстро интегрировался в Европейский Союз. Кто-то начал смотреть там в сторону Китая, Азии, там Турции и так далее. Каждая страна, она выбрала свой путь и пошла своим путем. И только Россия топчется в этом болоте прошлого, пытаясь собрать то, что собрать уже нельзя. Ну и относительно восстановления Советского Союза, обратите внимание, что у нас практически не осталось никаких друзей даже в бывшем нашем соцлагере. Мы очень много говорим, что вот этот вот коварный Запад, он пытается что-то здесь помешать, что-то забрать наше, войти в какую-то нашу зону влияния, но мы поругались почти со всеми бывшими советскими республиками, хотя, казалось бы, мы можем жить дружно, можем торговать, и даже после распада Союза была надежда, что будет какая-то интеграция, но с каждым годом друзей становится все меньше. А те друзья и партнеры, которые у нас остаются, ну, на них довольно сложно, серьезно смотреть. Это какие-то непонятные там страны и непонятные режимы, вроде Венесуэлы, Науру или там Центральноафриканской Республики. И в этой ситуации вот этот вот особый путь, который нам пытаются продать, он все больше выглядит путем в никуда. Друзья, этот цикл потребовал большой работы от меня и моей команды. Вы можете отблагодарить меня за нее прямо сейчас. Просто подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте комментарий под роликом. Это покажет мне, понравился ли вам мой проект. А еще напишите в комментариях, хотите ли вы других таких вот длинных циклов, и если да, то каких. Я обязательно прочитаю все ваши комментарии, и, возможно, в будущем мы снимем еще много таких вот больших и сложных фильмов. Спасибо, что смотрели. Всем пока.